На дворе май, и покерное сообщество потирает руки в предвкушении больших зрелищ. Начался долгожданный тритон в Черногории, а уже совсем скоро свои двери распахнет культовая подкова и другие казино Лас-Вегаса, чтобы принять десятки тысяч игроков мировой серии. А пока вернемся к главному поставщику интересных раздач в апреле – казино Hustler, которое организовало серию кэш-игр с бай-ином в $1 000 000. С вами крупнейший русскоязычный ресурс о покере Poker.ru. Подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть наши новые видео. Игра проходит на ставках $500 000, что соответствует NL 100 000. Но это технически. По факту у участников сумасшедшие стеки, что меняет все механики и стратегию. Опять же, технически. К примеру, регуляры онлайн-кэша вряд ли окажутся в all-in с карманными дамами или даже королями, когда в эффективных стеках по 300-400 больших блайндов. Что уж говорить о чудовищного размера хероколах и блефах. Но у завсегдатаев казино Hustler свое мнение по поводу покерной стратегии. Даже 1000 блайндов за спиной не повод для лишней осторожности. Впрочем, за это шоу мы и любим трансляции из этого заведения. Действующие лица в раздаче уже привычны нашему постоянному зрителю. Алан Китинг – британский регуляр, сочетающий в себе отличное понимание покера и авантюрный лузовый агрессивный стиль игры. Один из главных генераторов экшена в любых шоу, куда его с радостью приглашают организаторы. Его оппонент Майкл Мончак по прозвищу Техас Майк. Это предприниматель, сколотивший состояние в сфере IT-инструментов на основе искусственного интеллекта. Очевидно, собственный интеллект Майка также развит отлично. Он демонстрирует отличное понимание игры, хитрость, а главное, получает от соревнования искреннее удовольствие. Плюс бесконечный банкролл. Идеальный рецепт для того, чтобы совершать за столом невероятные вещи. И очень даже не безуспешно. В живых турнирах Мончик собрал более $5 миллионов призовых. Дело в том, что в сообществе уже много лет не утихает дискуссия о статусе Майкла в покере – профессионал или любитель. Будем считать, что спор закрыт. Судя по предпосылкам и истории, Техас Майк очень умный и стратегически подкованный любитель. Но ему не нужно зарабатывать покером, поэтому на огромных ставках играет смело. Итак, Китинг на баттоне, его рука нам неизвестна. До него в банк вошел только Мончик, но сделал это не глядя, проставив страдл на ранней позиции. Эту опцию очень не любят регуляры. Но в некоторых соревнованиях организаторы обязывают игроков ей пользоваться для создания экшена. Суть в том, что игрок на одной из ранних позиций ставит минимум 2 больших блайнда до просмотра карт. Этот похож на Open Race, но им не является. Зато бонусом страдл возвращает игроку ход, когда остальные участники закончат круг торговли на префлопе. Китинг открывается размером в $10 000. Это нормальный сайзинг с учетом того, что в банке уже было 5500. Мончик находит у себя разномастных валета и десятку. Достаточно сильный стартер из среднего сегмента, да еще и коннектор, связывающий верхние и средние доски. Конечно, такая рука не выбрасывается. Кол. В банке $23 500. Правда, пока об этом не обязательно вспоминать слишком часто, так как в стеках у оппонентов куда больше, чем стартовые миллионы. Эффективный стек – $1 270 000. Именно столько у Майка. Выходит низкая среднескоординированная доска с возможными флеш-дро, стрит-дро и гадшотами. Такие борды по умолчанию режут изначальное преимущество некапнутого диапазона префлоп агрессора. Ведь у Китинга полный набор возможных комбинаций, вплоть до карманных монстров, тузов, королей, дам. Да и любая оверпара к семерке в данный момент выигрывает. Зато у Коллера огромное количество натсов в виде сетов доперов, не говоря уже о дро. Но это в вакууме. По факту у Майка лишь 2 посредственные оверкарты. Он чекает. Китинг ставит 15 000. Крупный сайзинг, которым британец как бы заявляет, что защищает эквити своих сильных сочетаний от доездов соперника. Ведь и на такой доске в рамках ГТО он должен много чекать вдогонку. Не будь у Мончика пикового валета, он, вероятно, сразу расстался бы со своей рукой. Но у него есть бэкдорный потенциал. И 6 аутов на топ-пару никуда не делись.
К тому же это Техас Майк. Не может же он просто взять и сдаться. Да еще против своего заядлого соперника. За несколько сессий между ними накопились немало интересных раздач. И пока Китинг далеко впереди по выигрышу. Так что кол, и раздача переходит на терн. Дилер действительно находит один из нужных Майку аутов – десятку. Правда, она не пиковая, так как пика в руке самого Мончика. Но топ-пара в противостоянии с лагом – это всегда хорошо. Что неприятно, так это отсутствие позиций. Китинг запросто может зарядить 3 барреля с некапнутым диапазоном, а тройной колдаун без позиции – одна из самых неприятных линий в покере, когда у тебя нет железного натса. Майк пропускает ход. Что делает Китинг? Он агрессивный игрок, но не маньяк. Без эквити он вряд ли будет ставить. Но в это эквити он отправит и не готовые комбинации. А у него также есть флеш-дро, стрит-дро, гадшоты и высокие блокеры. Почти весь Бродвей. Есть где разгуляться. И он действительно ставит $40 тысяч. Снова крупный сайзинг, который на такой доске не так уж сложно поляризовать на value и блефы. Что делает Майк? У него хороший блеф-кетчер, но оверкарта заставит его принимать сложные решения на ривере. Будь на месте Китинга маньяк вроде знакомого нам Питера, вероятно, Мончик продолжил бы колдауном. Китаец куда менее осторожен, чем Китинг, и если уж берется блефовать, то останавливаться не любит. Но тут Майк объявляет рейс до 120 тысяч. В 4 раза норма без позиций. Что это было? Хорошее шоу-даун value он превращает то ли в прямое value, то ли в не совсем понятный блеф. По умолчанию не советуем повторять такие ходы. Рейзом Мончик рискует изолировать себя против верхушки диапазона соперника. В то же время, если Китинг совсем пуст, он не дает ему за свою цену реализовать эквити, оверкарт и дро. Таким образом, Майк защищает собственное эквити. Это вовсе не бездумный и не бессмысленный ход. Логику американца понять как раз можно. Имеет ли это действие самое высокое математическое ожидание? Едва ли. Китинг задумывается и калирует. И это плохая новость для Майка, так как диапазон британца теперь выглядит сильнее, чем раньше. Только вот различных дро у него все еще огромное количество. Ривер спаривает доску по четверке. Есть ли у соперников трипсы? Такой экшен с третьей парой на терне выглядит слишком безумно даже для этих ребят. Так что, если четверка кому-то и составила нац, то через фулл хаус. Карманные двойки, семерки, десятки – эти комбинации есть в диапазонах обоих, не говоря об усилившемся доперах 7-4, 4-2 и 10-4. Продолжит ли Майк агрессию? Нет, он для этого слишком умен и слишком хорошо знает соперника. У того все еще все оверпары, фулл-хаусы, даже топ-пары старше. Но и не доехавших дро более чем достаточно. Что с ним будет делать Китинг? На ставку выбросит. На чек частично с тузами прочекает следом. Но с воздухом без шоу-даун value ему придется блефовать. Мончик явно настроен ловить соперника, поэтому сам ставить не собирается. Чек. Но Китинг не желает ставить перед оппонентом простую задачу. Одно дело поставить половину пота, совсем другое — зарядить овербет чуть крупнее банка. Именно последний вариант выбирает британец. И это отличное решение. После чека от Мончика Китинг понимает, что натса у того нет. Он также осознает, каким в глазах Майка выглядит диапазон самого Алана. Поэтому может жадно собирать value как с фулл-хаусами, так и с оверпарами. И без баланса здесь никуда. Нужны блефы. По сути, сейчас все сводится к тому, насколько Мончик склонен поверить Китингу. $300 тысяч для американского бизнесмена не состояние, но на ровном месте терять такие суммы никто не любит. Майк улыбается и говорит: и снова мы здесь. Он имеет в виду их богатую предысторию личного противостояния, в котором были и дорогие блефы, и жадные value. Только вот фолдов было совсем мало. Из-за этого Майк уже подарил Китингу около $500 тысяч. И вот он вопрос: усугубить ситуацию очередным поражением или же вернуть часть награбленного? Ну уж нет, решает Мончик, не в этот раз. Он калирует, и Китинг показывает разномастные 6 и 5. Что же, очень корректно разыгранная стрит-дро, которая к риверу совершенно лишилась шоу-даун value. Должен ли был британец доблефовывать ривер? Обязательно. Без таких блефов сильную стратегию не построить. Но вот ожидал ли он, что соперник выбросит? Едва ли Китинг действительно надеялся на это. Ставкой он выбивал только такие же промахнувшиеся дро, то есть ставка плюсовая по двум причинам. Есть фолд эквити против дро и гадшотов, а особенно флеш-дро, которые сам Алан не блокировал. И второе, то, что соперники видят на вскрытии такие руки, замечательно.
В следующий раз они охотно оплатят очередной овербет, когда у британца будет сильная рука. Это справедливо даже для микролимитов. Раньше регуляры старались как можно реже показывать странные руки, избавляясь от них до вскрытия, чтобы не позволить соперникам понять их диапазоны. Сегодня такой подход выглядит нелепо. Да, проиграть банк всегда неприятно, но всегда полезно показать другим участникам, что ты способен на творческие блефы. На дистанции это обязательно окупится, если глобально следовать своей проверенной стратегии. На этом все. Спасибо за просмотр. А если пропустили, обязательно посмотрите другое видео, где в главных ролях Кристоф Фогельсанг и Бенджамин Толерен на южном корейском этапе серии хайроллеров Тритон в Чеджу. За столом одного из самых дорогих турниров с бай-ином $125 тысяч. Поставьте лайк, если видео вам понравилось, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Пока!